Всем привет! В канун новогодних праздников принято подводить итоги уходящего года. Вот и мы хотим подвести итоги проделанной нами работы. Начиная с мая 2024 года мы активно работаем над проектом. За эти неполные 8 месяцев командной работы мы далеко продвинулись в процессе восстановления и переноса игры на игровой движок Unity. Большое количество времени было уделено игровым локациям. Начиная с карты РЛС «Восток» мы тщательно восстанавливали и внедряли в проект все объекты, стараясь сохранить их первозданный вид. Масштабная работа была проведена по оптимизации моделей на всех локациях игры, так как исходные данные карт требовали доработки, а в некоторых случаях и полного переосмысления подхода к моделям. На финише мы получили готовые и оптимизированные модели для Unity. Говоря о игровых картах, стоит упомянуть наполнение самих карт и их особенности, работа над которыми частично продолжается. Частым изменениям подвергается освещение и цветовая гамма для получения оптимальной и играбельной картинки и повышения визуального восприятия игроком. Также продолжается доработка уже воссозданных аномалий. Работа над недостающими продолжается. В работе остается аспект погодных условий – солнечные, ветряные и дождливые. Погодные модели прорабатываются, оптимизируются и в дальнейшем будут внедрены на локации. Немаловажной частью атмосферы карты является растительность, которую мы постарались восстановить как можно тщательнее. Помимо всего прочего, нужно упомянуть оружие, перенос и работа над которым продолжается. На данном видеоряде вы можете наблюдать процесс восстановления винтовки Remington 700. Большая часть существующего арсенала уже восстановлена. На данном этапе продолжается перенос и интеграция оружия в проект. Тема внедрения и конфигурации оружия заслуживает отдельного видеоролика, в котором мы предметно обсудим наши взгляды на весь арсенал и его отдельные элементы. И узнаем ваши, от чего и будем отталкиваться в дальнейшем. Также стоит упомянуть проделанную работу со звуковой составляющей проекта. Были восстановлены и проработаны большинство звуков, начиная с эмбиента и треками загрузки карт, заканчивая озвучкой оружия. По итогам промежуточных результатов удалось воссоздать черновую основу озвучки оружия. Также было восстановлено игровое лобби и частично его интерфейс, работа над которым продолжается. В данный момент реализованы базовые функции магазина и инвентаря. Также стоит упомянуть о средствах коммуникации нас с вами. Нами был создан Discord-сервер, который является основным каналом общения команды с комьюнити. Также опубликован официальный сайт нашего проекта, с которого в дальнейшем будет распространяться игра. А также мы есть на YouTube, ВК и Telegram. А еще хотелось бы затронуть тему работы, оставшейся, так скажем, за кадром, занявшую и занимающую нас немало времени.
подбор и развертывание сервера с его последующей настройкой и вводом в эксплуатацию, настройка коммуникации и обмена данными между разработчиками. Что уж говорить про поиск ресурсов, извлечение, сортировку и подготовку материалов. Все эти и многие другие задачи отнимают очень много времени. В силу вышесказанного надеемся на ваше понимание и терпение. В конце каждого ролика мы говорим, что только вместе мы вернем жизнь любимой нами игре. И это действительно так. Ваша поддержка и вера в нас и в проект очень мотивируют продолжать работать и всеми силами возрождать любимую всеми нами игру. От всей команды выражаем вам искреннее поздравление с наступающим 2025 годом и хотим пожелать всему комьюнити выполнения всех желаний, терпения в ожидании нашего проекта и мирного неба над головой. Лично ознакомиться с этапами разработки и оставить свои идеи и предложения вы можете на нашем Discord-сервере, ссылка будет в описании под видео и в шапке профиля. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ведь только вместе мы сможем вернуть жизнь любимой нами игре.